Доброго времени суток, уважаемый вьювер! Добро пожаловать на мое следующее видео, которое я записываю в рамках курса изучения языка программирования C++. И тема сегодняшнего видео — это типы передаваемых значений аргументов в параметры функций и типы возвращаемых значений из функций. Давайте сразу откроем файлик, который я предварительно, как обычно, приготовил для изучения этой темы. И первое, что мы сделаем, это увеличим размер шрифта, чтобы вам было удобнее. И напишем какую-то максимально тривиальную функцию. Например, функцию, которая будет просто складывать два значения, целочисленных, например, и возвращать их сумму. Поэтому типу возвращаемого значения, соответственно, тоже интеджер. Да, ребят, здесь я предполагаю, разумеется, что вы уже знакомы с синтаксисом функций, знаете, как их объявлять, как их вызывать и так далее. Так, в main мы объявим тоже две переменные. Я нарочито их называю другими именами, не как в параметрах, для того, чтобы лишний раз подчеркнуть разницу между аргументами и параметрами функции. Просто я считаю вообще это ошибкой, когда люди называют и аргументы, и параметры как бы путают, часто называют параметрами, например, аргументы в том числе. Я считаю, что, коль уж есть два этих понятия, они различаются, стоит их тоже, то есть сделать на этом акцент, что аргументы — это именно передаваемые значения функции, а параметры — это именно те, которые принимают эти самые передаваемые значения. Так, здесь мы вызываем нашу функцию, передаем в качестве аргументов variable 1, variable 2 в параметры value 1, value 2. Вот. Так, далее мы... Так, в терминале я тоже увеличиваем шрифт. Ой, что такое? Перейдем в нашу папочку. И скомпилируем программу. Просто проверим, что все в порядке. Да, все в порядке. И смотрите, в принципе, до этого урока, я имею в виду, сколько мы работали с функциями, ну, по крайней мере, в уроке, я показывал только вот такие тривиальные примеры, да, ну, что-то вот из разряда той функции, которую я только что написал. Просто функция, которая принимает пару значений, ну, в итоге что-то с ними делает, то есть в теле функции происходит какая-то логика, и, как правило, мы либо возвращаем значение, либо вообще не возвращаем значение, если у нас void стоит, да, и тогда мы задаемся вопросом, мы же изучили только что, ну, недавно, да, мы изучали указатели, ссылки изучили буквально вот недавно в предыдущем уроке, и можно задать себе вопрос, а можем ли мы принимать значения и объявить, соответственно, наши параметры как ссылки, например, можем? Сейчас прям попробуем сразу собрать. Можем, да? А тогда возникает вопрос, а в чем же разница? Вот мы поменяли, мы сделали параметры ссылками, а до этого они просто были как обычные интовые значения. В чем разница? Так вот, разница в том, что существует три типа передачи аргументов в параметры функции. Это передача по значению, это вот такая... То есть банально, как мы обычно писали, да, когда мы просто указываем тип и пишем идентификатор. Это передача по ссылке, которую мы только что пробовали делать, и также передача по указателю, или еще, как ее часто называют, по адресу. И между ними есть достаточно серьезные различия, которые могут приводить как к некорректности работы программы, так и просто там к непредсказуемым результатам. То есть, например, у вас программа скомпилируется, то есть соберется корректно, она будет работать, но результаты будут не те, которые вы ожидаете от нее получить. И давайте сейчас рассмотрим, чем же отличается каждый тип друг от друга. Да? Первое. Это передача по значению, то есть это вот наша самая привычная такая, да, конструкция, ну, синтаксис самый привычный. В этом случае, когда мы передаем аргументы, и вот в нашем в частности сейчас, да, когда мы передаем аргументы, вот variable 1, variable 2 в параметры value 1, value 2, создастся копия. То есть мы будем работать не вот с этими переменными, которые мы объявили в main, мы будем работать как бы именно с локальными параметрами этой функции. То есть создастся копия, и мы будем работать с этой копией. То есть в функции сложится значение копий, и мы вернем в итоге сумму этих копий. Это можно легко очень проверить. То есть смотрите, допустим, мы сейчас изменим
нашу функцию каким-либо образом. Попробуем повлиять на значение наших параметров, да? Допустим, банально прибавим к первому значению 10, а ко второму значению тоже прибавим, например, 20. Соберем нашу программу, запустим, все, получили верный результат. Ну а как нам понять, что мы работаем именно с копиями, что мы работаем не с нашими оригинальными, да, variable 1, variable 2, а очень просто. Если бы мы работали не с копиями, а как бы напрямую имели ссылки на вот эти переменные, которые мы объявили в main, мы должны получить новые значения, да, ну при попытке просто обратиться по идентификатору этих переменных после вызова функции, так как функция изменяет, да, казалось бы, ну как мы предполагаем, да, мы специально пробуем проверить и предполагаем, а что если меняет, да, то они должны измениться. Variable 1 должен стать, соответственно, плюс 10, его значение должно стать 110, а Variable 2 его значение должно стать 220. Давайте попробуем вывести каждую переменную. И по этому же принципу выведем variable 2 и проверим, точно ли не меняет функция значения, да? Variable 2. А, я ошибся, да? Ладно. Напишем правильно. Variable 2. Собираем программу, смотрим. Нет. То есть, да, ну, действительно, то есть первое утверждение, которое я вам дал, оно верное. Мы работаем с копиями. Мы уже не передав в качестве аргументов наши объявленные переменные variable 1, variable 2, здесь создалась именно копия значения для параметров value 1, value 2. И мы работаем именно с копией. То есть мы не обращаемся к нашим изначальным аргументам. Вот, поэтому запоминаем, передача по значению — это создание копии. И внутри мы работаем в теле функции, работаем с копиями. То есть изначальные аргументы мы никак не трогаем. То есть. И смотрите, тогда вопрос, а как же нам сделать, если мы хотим работать именно с изначальными нашими значениями? То есть мы хотим, чтобы мы влияли именно внутри тела функции на наши изначальные переменные, которые передаем в качестве аргументов. Все очень просто. Мы передаем по той самой ссылке. То есть при передаче второй, да, ну, неважно какой по счету, следующий тип передаваемых аргументов функции мы можем передавать по ссылке. Соберем еще раз нашу прогу, воспроизведем и смотрите, теперь мы видим, что после вызова функции изменились именно значения наших переменных variable 1, variable 2. То есть теперь, когда мы передаем наши variable 1, variable 2 в качестве аргументов в параметры value 1, value 2, value 1 является именно ссылками. И так как мы работаем с ссылкой, мы работаем непосредственно с нашей переменной. То есть ссылка на переменную мы воспринимаем как псевдоним и как будто мы работаем с самой этой переменной. Поэтому все манипуляции, вся логика, которая происходит внутри тела функции сам, она непосредственно влияет на эти переменные variable 1, variable 2. Вот, и смотрите, третий вариант, это передача по адресу. Или по указателю, да, еще такой вариант. Что здесь происходит? Здесь происходит, смотрите, копирование, но копирование не значения, да, как в случае передачи по значению, а именно адреса. То есть именно адрес переменной мы копируем. И поэтому, смотрите, какая ситуация. Так как мы копируем адрес переменных variable 1, variable 2. Видите, функция на нас ругается. Нет подходящей функции для вызова сам. Почему нет? А потому что мы неправильные аргументы передали. Мы же здесь ожидаем адрес. Поэтому все, что нам надо сделать, воспользоваться оператором амперсанд и взять у каждой из переменной адрес. И вот тогда будет переданы копии адресов каждой переменной. И так как мы работаем в итоге, то есть давайте разминуем наши, то есть мы по сути работаем сейчас с указателями, давайте их разминуем и попробуем, тут тоже разминуем, то есть мы, во-первых, меняем значения по адресам
этих переменных, да, то есть именно сами значения, то есть 100 и 200. Для этого мы разминовываем. И здесь тоже разминовываем, чтобы сложить именно значения. Вот, и теперь смотрите, что получается. То есть получается, по сути, да ровно такая же ситуация, как с ссылкой. То есть, но работаем мы теперь через адрес, через указатель. То есть теперь мы передали копии адресов и работаем внутри тела нашей функции сам с адресами наших изначальных переменных, но с копиями адресов. Но неважно, копии не копии, но адрес тот же, значение там лежит то же самое, поэтому влияем мы в итоге на наши значения, которые принадлежат нашим переменным. Вот, ребят, и смотрите, то же самое, абсолютно, то есть такая же ситуация с возвращаемыми значениями из функции. То есть вы также можете возвращать копию, то есть видите, у нас int, просто int. Это говорит о том, что мы передаем именно копию того значения, которое будет указано, ну, в выражении после return. Если мы захотим вернуть ссылку, но это, запомните, это очень опасно возвращать из функции ссылку. Почему? Потому что если у вас будут созданы какие-то локальные переменные внутри функции, то у вас будет невалидная ссылка. И то же самое касается передачи по адресу. Если вы вернете адрес чего-то, что было создано внутри функции, скорее всего, работая с этим адресом, вы, естественно, будете работать с невалидными данными. Вот, но смотрите, в каком случае это будет нормально. Давайте вернем какое-то максимально простое представление нашей функции. Сделаем здесь передачу по значению. Вот, и предположим, в каком случае нам было бы нормально возвращать, например, вот, ну, в данном случае мы возвращаем по значению, по значению, в смысле копию банальную нашего значения. А в каком случае было бы нормально возвращать ссылку? Если мы сейчас поставим ссылку, то нас сразу LSP отругает за то, что мы пытаемся вернуть по ссылке временное значение, да, то есть мы складываем, то есть у нас в выражении складываются две наши переменные, и мы пытаемся вернуть это временное значение по ссылке, так делать нельзя. Но как нам тогда избежать? То есть что мы можем, как мы можем воспользоваться вообще возвратом значения по ссылке? Если мы сейчас объявим опять наши параметры, как те, которые будут принимать значение по ссылке, и возвращать конкретно эту самую ссылку, то в этом случае компилятор уже не будет нас ругать. И мы действительно сможем вернуть наше значение по ссылке. Вот видите, то есть корректно, 110, вот этот выхлоп в консоль, он связан с вызовом функции sum, да, на 16 строке. И мы видим, что да, все нормально, все скомпилировалось, даже варнингов никаких нет, то есть все нормально. То же самое касается, естественно, value 2, потому что это тоже ссылка, все нормально. С ссылками есть еще некоторые нюансы, которые связаны в определенной там степени с квалификатором const, но мы его пока еще не проходили. Кстати, мое, нужно сказать, упущение. Я думаю, что уже в следующем уроке надо будет обязательно с ними познакомиться. Вот, дело в том, что квалификатор const способен, так сказать, продлевать время жизни временных значений, но не будем пока разбирать эту тему, потому что мы не знакомы с const. Вот, просто запомните, что для того, чтобы вернуть значение по ссылке базово, пока что вам нужно работать с переменными такого типа, которые не являются локальными переменными функции, то бишь время их жизни не ограничено областью видимости тела функции. И таким образом мы избегаем проблемы с невалидностью данных, потому что если мы возвращаем на переменные подобного типа ссылку, то в итоге мы, скорее всего, будем иметь дело с невалидными данными. Соответственно, поэтому стоит использовать что-то, что было создано вне области видимости тела функции и продолжит жить даже после того, как она будет вызвана и вернет свой результат. То есть, например, ссылкой, то есть чем-то, что не является локальной копией. То есть, опять же, если мы сделаем сейчас value 2 не ссылкой, то нам линтер сразу скажет, что мы возвращаем, в принципе, это не будет ошибкой, но это будет, так сказать, опасным поведением. То есть в данном случае мы возвращаем ссылку на ассоциированную со стеком по память. То есть на память, которая выделена на стеке, это тоже довольно опасная штука.
Вот, а в первом случае у нас вообще было локальное значение, которое как бы создалось в рамках высчитывания выражения сложения value 1 и value 2. То есть так делать вообще нельзя. То есть напоминаю еще раз первый вариант, вот такой, который мы пытались сделать. Тут вообще у нас как бы временное значение, которое высчитано в рамках сложения, то есть выражения, которое складывает наши значения value 1 и value 2. Даже не спасает то, что одно из них ссылка. Вот. Это что касается ссылок, ребят. А что касается поинтеров, вообще весьма интересно. Дело в том, что предыдущий урок, который я создавал по поинтерам, я его нарочито создал до этого урока, чтобы показать вам то, что сейчас покажу. Допустим, мы хотим вернуть именно адрес. Это тоже очень опасная штука. То есть, допустим, если вы создадите какое-то локальное значение, здесь, например, int value, там, value 3, да, с каким-либо значением, там, 1000, например, и вы вернете адрес. Ну, просто, ой, да, виноват. Возьмете у него адрес и вернете. Видите, линтер уже меня ругает. Адрес of stack memory associated with local variable value 3. То есть мы возвращаем локальную переменную, да? То есть стековую локальную переменную, которую объявили внутри функции, и она, когда закончится, то есть когда заканчивается ее время жизни, да когда, в принципе, функция отработает и все. И то есть после того, как мы вернем адрес на эту переменную, если мы попытаемся работать с этим адресом, то мы будем работать с невалидными данными, потому что как только тело функции отработает, после реторна все локальные переменные будут уничтожены. То есть фрейм функции, так называемый, будет полностью почищен, и мы будем работать просто с невалидными данными, как я уже сказал. А как мы можем создать какое-то корректное поведение для того, чтобы внутри, да, именно функции, для того, чтобы вернуть адрес и работать с ним нормально? А на помощь в этом случае нам придет наше динамическое выделение памяти, которое мы разбирали буквально в прошлом уроке. Смотрите, если теперь мы выделим некую память, то есть здесь я, да, ребят, конечно же, предполагаю, что вы уже знакомы с этой темой. Если нет, то можете обратиться к моему предыдущему уроку и разобрать, что такое динамическое выделение памяти, как с ним работать, ну и так далее. Так, динамически выделяем int также. И, допустим, пускай то же самое значение у него проинициализируем 1000. И вот теперь, если мы вернем адрес, который мы получили, выделив данные именно на куче, да, на хипе, то с этой памятью, то есть с этой, да, с этим адресом и с этими данными мы уже можем абсолютно корректно работать. Нас не ругает ни компилятор, ни линтер. Но единственная проблема, да, что теперь мы буквально, видите, выводим адрес. Но смотрите, если мы сейчас сразу этот адрес, то есть возвращаемое значение разыменуем из функции, видите, я поставил значок разыменования на возврат функции, да, ну то есть на вызов ее. То есть получится, что возвращаемое значение функции сразу будет разыменовано. А так как возвращаемым значением функции является наш адрес, который мы выделили, ну, получили от операционной системы, которая выделила нам на куче наши данные интовые, проинициализированные значением 1000, то по идее мы должны получить это значение. Давайте проверим. Да, но сначала надо скомпилировать программу, чтобы проверить. Вот, теперь проверим. И да, совершенно верно, мы видим, что вот наш принт возвращает нам, ну, в консоль, напечатал именно 1000. То есть поняли, но смотрите, опять же, возвращаемся к вопросу о том, что мы обязаны эту память руками очистить. То есть сейчас эта программа, несмотря на то, что она компилируется и работает как бы корректно, на самом деле в ней есть проблема. Ребят, то есть вспоминаем про memory leaky, вспоминаем, как их отлавливать. Ну, вот один из вариантов, да, есть там вариант Valgrind. Я пока что его не разбирал. Обязательно будет на канале видео про Valgrind. Но пока что я вам дал такой простой инструмент. Если вы пользуетесь компилятором Clang, вы можете воспользоваться просто флагом fsanitize равно addRes. Это задействует санитайзер памяти. И теперь при значит, запуске нашей программы мы будем получать error, то есть ошибку, что обнаружены прямые утечки памяти на 4 байта. Ну, как раз 4 байта, потому что значение типа integer. Вот, и вспоминаем из урока про указатели, что для того, чтобы этот вопрос порешать, во-первых, мы должны сделать delete по адресу.
Да, и смотрите, теперь такой нюанс, что мы обязаны из функции сначала, то есть теперь мы не имеем права просто сразу там сделать какой-то принт и отказаться, да, от возвращаемого значения функции. Мы должны объявить указатель такого же типа, который мы возвращаем из функции. То есть, видите, указатель типа integer. То есть мы объявляем int указатель pointer on return, так его назову, ну типа на возвращаемое значение, да, return from, ну ладно, не будем громоздить, просто назовем pointer return. Вот, и теперь, когда мы владеем этим указателем, мы также можем, смотрите, опять же, там, принтануть, там, разименовать его, принтануть значение, убедиться просто, что мы работаем с той же самой памятью, которая проинициализирована тысячей, да? Ну, сейчас я уберу пока санитайзер, чтобы он нас не ругал. Вот, видим, да, 1000. И вот теперь, чтобы избавиться от утечки, давайте еще раз с санитайзером соберу. Покажу вам, что утечка все еще есть. Теперь мы должны воспользоваться ключевым словом delete, указать ему наш поинтер в качестве, так сказать, аргумента, ну, то есть значение адреса, который нужно освободить. Освобождаем адрес и вспоминаем еще, что после этого, для того, чтобы не иметь проблем с разыменованием невалидных данных, мы должны занулить наш поинтер. То есть при попытке разыменования нуль поинтера мы получим просто сразу segfault. То есть, чтобы никто не пытался даже этой процедуры проделать. Вот теперь программа должна работать корректно. Сыграем еще раз с санитайзером, запускаем его и видим, что теперь все в порядке. Нету никаких утечек, никаких проблем, все норм. Так, ребят, в принципе, все. Такой довольно громоздкий, я думаю, урок получился, минуток на 20 где-то. Ну, тут, как бы, как говорится, из песни слов не выкинешь. Нужно было вас познакомить достаточно обстоятельно с типами принимаемых параметров, да, ну, с типами передаваемых аргументов, параметры функции, с тем, как можно возвращать значение из функции. То есть, опять же, вспоминаем, есть передача по значению, передача по ссылке, то есть по значению копирующая, у нас создается копия значения, передача по ссылке, мы работаем как бы именно с теми аргументами, которые передаем. Прям вот, грубо говоря, это и есть ссылка на эти самые аргументы, на переменные, которые мы передали. И работа по адресу, или как еще называют, по указателю. То есть мы копируем адрес. То же самое все относится к возвращаемым значениям функции. Запоминаем, что есть куча всяких проблем. То есть, если мы локально выделим какую-нибудь стековую переменную, вернем на нее адрес, то, скорее всего, потом мы получим кучу проблем, потому что будем иметь адрес на невалидные данные. То же самое касается ссылок на локальные данные из функции. Тоже можно схватить некоторых проблем. Ну, опять же, если у нас вообще временное значение, которое считается в рамках просто какого-то выражения, мы в принципе ссылку на такое значение создадим, но если у нас стековая переменная, мы можем как бы создать на нее ссылку, но это считается тоже, как сказать, bad practice, то есть не очень хорошим тоном. Вот, поэтому ссылки на, допустим, какую-нибудь ссылку, которая в функцию уже прилетает, ну, помните, да, когда мы передавали по ссылке нашу value 1, либо value 2, то по ссылке и возвращать ее нормально. Так что тут такое, то есть нужно быть очень аккуратным, внимательным и следить, если, опять же, вспоминаем, если мы хотим вернуть какие-то данные и вернуть в итоге адрес на эти данные, то тогда нам, скорее всего, нужно будет воспользоваться динамическим выделением памяти, но тогда, опять же, на нас возлагается ответственность за освобождение этой памяти и подчищение этой памяти, зануление указателя. Вот, ребят, все. Спасибо всем большое за внимание. Темка такая, может быть, не совсем тривиальная, но вы, опять же, как я сейчас даю совет, просто потренируйтесь, попишите произвольно какие-то функции, поразбрасывайте разные типы значений, поэкспериментируйте. Вот, я думаю, что не проблема, за вечерок вы вполне можете усвоить данную тему, то есть просто попрактиковаться надо как следует. Все, ребят, еще раз спасибо за просмотр, если вам нравится контент, который я создаю, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и ожидайте еще больше контента, в том числе по изучению языка программирования C++ и также посвященного Linux, и может быть еще что-то, какой-то свободный формат. Ну да, я же там типа влогами какими-то стал заниматься, вот, я думаю, туда тоже что-то буду писать. Все, ребят, еще раз всем спасибо, давайте удачи в обучении, пока.